Ребят, всем привет! Многие из вас любят, как и я, жареную картошечку, особенно с мясом. И сегодня я хочу поделиться с вами одним рецептом, довольно интересным. Здесь интересная пропорция ингредиентов. Сейчас я вам все покажу, и заодно в конце я хочу просто угостить свою филиппинку Лори ужином сегодня. Итак, что нам понадобится? Понадобится нам не так уж и много, то есть нам нужна картошка, нам нужно мясо, в моем случае это свинина, и лук, а также головка чеснока. По количеству, здесь я вставлю табличку. Соответственно, мы используем все один к одному, грубо говоря, килограмм картошки, килограмм мяса, килограмм лука. Кажется, что лука много, на самом деле это не так. Он будет ужариваться, ну, соответственно, давайте начнем, наверное, готовить, и все в процессе посмотрим, как это будет происходить. Этот рецепт я немножко подсмотрел в интернетах, в частности, у славного дружа Обломова, у Олега. Если кто знает, тот знает, если кто не знает, то ну и ладно. Давайте приступать. Картошку и лук мы можем почистить чуть позже. Сейчас в первую очередь нам нужно заняться мясом. Соответственно, режем его на небольшие кубики, примерно 2 на 2 сантиметра, я думаю, типа того, чтобы когда мясо ужарится, картошку мы порежем также кубиками, и примерно, чтобы было одинаково там кусочков картошки и мяса. А еще к этому блюду отлично подойдет соус на основе майонеза, на основе сметанки. Еще хорошо сюда добавить укроп, либо петрушку и укроп, но здесь на Филиппинах этого нету. Ну, либо есть, надо постараться поискать. Можно, конечно, вырастить самому, но пока что у меня, в общем, нету ни укропа, ни петрушки. Да, и добавляем соевый соус. Ну, в общем, когда в процессе мы будем все жарить, соответственно, я еще раз вернусь к этому соусу. Кстати, мясо вы можете взять любое. В моем случае это свинина. Купил сегодня в магазине. Даже не понимаю, какая это часть. То ли это шея, то ли это окорок. Я не знаю, как вы думаете. Но здесь, в принципе, это и не важно. Ну, примерно вот на такие вот кубики нарезаем мясо. Так мы с вами порезали мясо. Соответственно, отправляем его на сковороду. В моем случае это такой вот вок-сковорода. Довольно большой, просто для удобства перемешивания, скажем так, ингредиентов большого количества. Вы можете использовать любую сковороду, главное, чтобы она была глубокая. Можно даже в глубокой кастрюле это сделать. Добавляем немножко масла. Опять же, это будет еще зависеть от того, насколько у вас жирное мясо. В моем случае она довольно жирноватая свининка. Но мясо, опять же, можете использовать и говядину, можете использовать и курицу. Ну, в данном случае лучше подошли бы темное куриное мясо, то есть там бедра. Но я использую свининку. И отправляем ее, соответственно, в нашу сковороду. То есть наша задача сейчас довести мясо до полуготовности и придать ему обжаренную корочку. Пока что сюда не добавляем лук, чеснок. Единственное, мы сразу с вами добавим соль и перец. То есть в моем случае это килограмм мяса, и используется чайная ложка соли, чайная ложка молотого черного перца. Отправляем это к мясу. Ну и, соответственно, перемешиваем. Мясо даст сок, то есть нам нужно какое-то время, чтобы этот сок выпарился, мясо поджарилось, и за это время мы подготовим лук. То есть нам нужно почистить и порезать лук. То есть, ну, примерно вот так вот на полукольца режем лук. Поначалу мяса казалось довольно много, но сейчас видите, оно как ужарилось. Примерно до такого состояния поджариваем мясо, когда оно уже приобрело такую прям хорошую корочку. И добавляем наш лук в мясо. Лук сейчас даст, естественно, сок, пропитает им мясо. И кажется, что сейчас его много, но на самом деле он сильно ужарится. Давайте посмотрим, что произойдет минут через 15. И вот смотрите, прошло где-то около 15 минут, и такого количества лука уже практически не осталось. Последний разок все это дело перемешиваем. И сейчас нам нужно убрать это пока что из нашей сковороды. Объясню для чего. Потому что в этой же сковороде мы сейчас будем жарить картошку. А вот когда картошка будет уже практически готова, мы добавим сюда мясо. Это нужно для того, чтобы картошка у нас пожарилась очень равномерно и хорошо. Потому что если мы будем жарить все вместе, это очень сложно сделать так, чтобы все одновременно дошло до готовности. Поэтому мясо у нас пока ждет. Чистим картошку, режем на кубики примерно такого же размера. И сейчас будем жарить. Жарить я буду на сливочном масле. Можете жарить на растительном, но мне кажется, на сливочном будет гораздо лучше. У меня тут, кстати, появился помощник.
что не может не радовать. Так, картошку мы, соответственно, почистили, порезали вот на такие вот кубики, ну, примерно как мы резали мясо, может, чуть поменьше. И сейчас разогреваем сковородочку нашу, я ее немножко сполоснул после мяса. Кладем туда сливочное маслице. Я думаю, в общем, примерно граммов 100. Отправляем нашу картошечку. И периодически помешивая каждые минутки 2-3 до образования также корочки, прожариваем нашу картошку. Чуть-чуть позже, когда она прихватится, добавим соли. И нам понадобится где-то 3-4 зубчика чеснока, также добавим уже под самый конец в картошку. Хоть она еще и, конечно, не жареная, но уже чувствуется запах картошечки, особенно вот на сливочное масло усиливает этот аромат. Я думаю, вы представляете себе. Уже, кстати, на улице темнело. Темнеет просто моментально здесь. Сейчас вот у нас 6 вечера, уже посмотрите, какая темнота. Кстати, вот насчет картошки, вы знали, что картошка на Филиппинах появилась лишь в конце 18 века, примерно в 1750-х годах. Это произошло благодаря испанским колонизаторам, которые привезли ее с американского континента. А со временем картофель стал популярной культурой и занимает важное место на филиппинской кухне, наряду с такими известными растениями, как батат и маниок. А вот еще более интересный и уникальный корнеплод, родина которого как раз является Юго-Восточная Азия, а центр происхождения как раз находится здесь, на Филиппинах. Это убе. Убе используется в различных филиппинских блюдах и десертах, таких как хало-хало, например, а также мороженое, печенье, пироги. Его фиолетовый цвет делает продукцию визуально привлекательней. Убе имеет гладкую кремовую текстуру после приготовления, что делает его отличным для десертов и гарниров. Так, когда у нас картошечка немножко подзолотилась, подрумянилась, так сказать, берем, да, соль, добавляем примерно чайную ложечку и добавляем чеснок, который я уже покрошил, здесь подготовил. То есть, как я говорил, 3-4 зубчика, я взял 4 зубчика небольших чеснока, мелко порезал, можете потереть на терке. Отправляем также в картошку. И у нас остается еще один зубчик, это для соуса. Ну, соответственно, перемешиваем. Немножко еще поджариваем. И потом будем перекладывать сюда мясо. Так, ну вот, собственно, картошечка уже, я думаю, более чем готова. И, соответственно, пришло время объединять все это, миксовать. Give me please that one, meat. Соответственно, отправляем нашу картошечку, наше мясо к нашей картошечке. И перемешиваем. Ну а, собственно, для соуса здесь все просто. Нам нужно будет майонез. Нет, сперва сметану. Нам понадобится где-то 150 грамм сметаны. И немножко для густоты и жирности добавим майонеза еще где-то 50 грамм. И сюда же добавляем примерно 3 столовых ложки соевого соуса. Соевый соус у нас соленый, поэтому соль уже дополнительно сюда не надо добавлять. Все это тщательно перемешиваем. Нам нужно добавить одну головочку, один зубчик чеснока. Так, ну, собственно, наконец-то все готово, и теперь пришло время попробовать нам отужинать, скажем так. Все у нас здесь, как говорится, на месте. Картошечка на месте. И давайте пробовать. Интересно будет, что скажет, собственно, Лори. Понравится ли ей это или не понравится. Сейчас посмотрим. Еще горяченькая. Особенно интересная реакция на соус, потому что они как-то странно относятся к майонезу там, так как его побаиваются. Посмотрим. Да, интересно, что на Филиппинах едят, кстати, используя
вилку и ложку. То есть не вилку и нож, допустим, да, а вилку, ложку. В смысле, ложкой едят, а вилкой вот так подгребают туда. В общем, я уж сам тоже стал периодически использовать этот прием. А я вот этот соус люблю. Он похож такой, знаете, как в шаурме, в шаверме. Кому как нравится. Вот. И поэтому он похож очень. И поэтому мне нравится. Ну что, сначала я, наверное, скажу, да. Ну, это круто. Особенно после долгого времени жизни здесь, когда в основном основной гарнир это рис. Съесть картошечку жареную с мясом. Это просто что-то. Мясо напиталось ароматом лука. It's yummy with or without sauce. Without? It's yummy both. But what better? Maybe with sauce. The sauce? More creamy. В общем, Лоре понравился, и она говорит, что в принципе и так и соусом, без соуса норм. Но соусом вроде как лучше, потому что это как такой, как она сказала, кремия, то есть, такое что-то кремовое. Мне нравится соусом. It's really good. I like. With this, I don't need rice anymore. Ну вот, теперь Лори говорит, что ей рис не нужен, а она готова есть такое каждый день. Мне кажется, это высокая оценка. А еще вкуснее с огурчиками. Правда, здесь огурчики местные, маринованные, но местные. Они, так себе, но тоже нормально. Поэтому ваше здоровье, чтобы все у всех было хорошо. Кстати, с учетом того, что сегодня мы покупали все это на рынке, то есть я сначала хотел купить все это в супермаркете, но потом что-то так подумал, что будет очень дорого. Даже такой, казалось бы, простой ужин, но будет дорого. Поэтому мы съездили сегодня с Лори на рынок, и оказалось довольно бюджетно. То есть картошку мы нашли за... Do you remember how much the potato? 80 pesos per kilo. 80? Yeah. То есть картошка нам обошлась 80 песо за килограмм, а в супермаркете она бы стоила 300-350 песо за килограмм. То есть, понимаете, почти в 4 раза больше. Лук мы взяли по 130 за килограмм, а в супермаркете где-то 200-250 бы он стоил. Мясо единственное я купил в супермаркете, потому что на рынке немножко побаиваюсь. Мясо здесь стоит 350 песо за килограмм. А вот это такой кисломолочный напиток, что-то, я не знаю, наподобие ряженки или типа того. Японский вроде как. Якулт. Типа бифидобактерии и все такое. А-ля Актимель, в общем. Здоровый образ жизни. Ребят, такой получился сегодня выпуск, такой получился рецепт. Лично мне понравился, естественно. Как может картошка с мясом не понравится. Не получилось, в принципе, как оно и было задумано. Все вкусное. И Лоре тоже понравилось. You like it, right? Поэтому, ребят, не забывайте ставить лайчики. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И увидимся в новых роликах. И, кстати, напишите комменты. Интересно было бы на этом канале видеть какие-то рецепты или что-то такое. Потому что важно ваше мнение. Соответственно, понравилось вам, не понравилось. Все комментарии читаем, все, естественно, понимаем. Кому-то, естественно, не понравится, а кому-то понравится. В общем, ребят, давайте. Пока-пока. Пока.